Мы только должны жить втроем, никто нам больше не нужен. Спасите меня, пожалуйста, от кумы. Преследует вас, да? Да, она ходит мимо моих окон, показывает мне кулаки. Один раз показывала кулак, но не преследовала, потому что она мне не дает Мишу. Он у меня ел по 5-6 раз, у нее 2 раза в день он кушает. Она бьет ребенка? При мне она махнулась, говорит, вот так стоишь, говорит, чтоб ты, а он вот так вот стал. Как врезала вот сюда вот. Это пошатнулось. Тогда я вскакиваю, как? А куда она хочет Мишу забрать? Там 6 собак у нее, 2 кошки, все на диване лежат. Она работала проституткой. Вы своему мужику говорите: я поехала в Москву, с собой приторгую. Нет, я ему это не сказала. Мне страшно вызывать еще одного героя в эту студию. Ну, придется. Валентина Торопова считает, что Наталья просто завидует женскому счастью Надежды. Добрый день. Удивительные у нас, конечно, органы опеки. Не все, но попадаются такие. Вот еще одна придумка от органов опеки, чтобы сделать, чтобы не работать. Надо людей в черные списки заносить. Ну, по крайней мере, остроумно. Сегодня в нашей студии Надежда Каменева. Она страдает от своей кумы Натальи Меркуловой. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда, что ж случилось-то? Что вам там кума? Спасите меня, пожалуйста, от кумы. Мне просто очень оккупирует. И пишет угрожающую смс-ку, как-то написала, что я сделаю на тебя порчу, чтобы умерла ты и умерла твоя сладкая дочка, моя младшая. А вот кроме одной смс-ки о том, что она порчу Там наведет. было очень куча много смс, я не могу таких вещей сказать. Ну, вы говорите, уж надо всю правду рассказывать. Маты были, очень много матов. Ты такая сякая, ты не занимаешься своими детками. Ну, точнее, Мишей не занимаюсь, не кормлю его, как она сказала. Избиваю его. В общем, вот так. Кроме смс, какие-то реальные угрозы были или какой-то физический вред она вам наносила? Физически, да, она физически вдарила меня по лицу. Я с детьми возвращалась домой. И с остановки прихожу, у меня Злата была на руках, Мишку я за руки вела, за руку. И она ко мне подлетела очень быстро, и мне вдарила по левой щеке очень сильно. Очень сильно было больно, и я пошаталась, аж я чуть бы не упала. Я знаю, что она еще преследует вас, да? Да, она меня преследует. Это Есть как такое. выражается? Она ходит мимо моих окон, мимо моего дома, показывает мне кулаки. А зачем она все это делает? Она хочет у меня забрать сына, Как это забрать? а опеку на него взять. Она сказала, она его очень сильно любит, она его крестная мама. И хочет забрать себя. Да, У нее своих хочет. детей нет? У нее нет своих детей. Но мне А лет это сколько ей? 39 уже. Я не хочу ей отдавать ни Мишу, ни Слушайте, Злату. почему вы должны отдавать ребенка вообще? Я не хочу ей отдавать. Даже не говорите это. Да я боюсь ее, понимаете? Она сказала, у меня такие связи есть, о которых тебе и не снилось. И вы реально боитесь, что какая-то безумная женщина отберет у вас ребенка? Серьезно? Да, я очень переживаю за них. Я серьезно ее боюсь. Мне очень страшно. Если она такая злыдня, если она так вас достает, она же стала крестной, это наверняка Да. с вашего согласия? С моего согласия. А как это получилось? Она была нормальная, как я это видела. Она хорошо относилась и ко мне, и к сыну. Но как только она ребенка покрестила моего, я пошла работать, начала гасить свои долги по квартире, она начала вот так вот себя вести. То есть она, Могла. получается, как бы стала официально крестной мамой. Да. А потом еще и стала больше времени с ним проводить. Да. Она же сидела с Да, Мишей, пока да, вы работали. пока я работала. И в какой-то момент решила, что это ее ребенок. Да. А она за деньги с Мишей сидела или просто так, по доброте Она душевной? сказала, что просто так, но денег я с работы ей давала сама. Сколько? Ну, когда как бывало. То 4 тысячи давала, то В день? 6. Я вечером зарплаты отдавала. Как В зарплаты месяц? В день? получала Или в месяц? в месяц. Месяц. Я начала ходить на работу, а кума все время была с Мишей. Подождите, вы говорите так, как будто у ребенка нет родителя. А папы? Есть папа? Нету.
А где он? И они Или мне они бросили. разные? И они разные. А они вписаны в свидетельство детей? Нет. Не вписаны? То есть вы получаете пособие, как мать-одиночка? Да. А большую сумму получаете? Я последнее пособие получила 22 тысячи. А как она вас обворовала? Она просто в холодильнике у меня бывало, когда колбасу отрежет, когда сыр. В общем, брала там, кушала, ей хотелось там и кофе попить, и чаю. И не запрещала, я просто ей сказала, чувствую себя как дома. И все, она говорит, это Мишка покушал, это Мишка покушал. Колбасу в год? Да. А зачем вы ей подарили индукционную плитку, у меня написано так, кастрюльку и чайник? Она попросила меня купить. Так у вас 2 детей, верно? Да. Сейчас. Сейчас, да, 2 А детей. всего сколько у вас детей? Всего 5. 5? Да, Вот. у меня 5 родов. Тут мы и приехали. А где дети-то? Под опекой находятся. Почему? 3? 3 детей под опекой В находятся. одном месте все? В одном месте, А да. почему? У приемной семьи. Почему? Ну, потому что у меня сосед постарался, чтобы их забрали. Вашему соседу какая разница до ваших детей? А меня гражданский муж бывший бил. И мою Анечку. И? Ну, и он сделал все, чтобы их забрали. А суд-то был после того, как детей забрали? Да, меня лишили родительских Лишили прав. родительских прав. А у детей были побои? У Ани были синяки, у Кирилла были синяки, и у меня тоже. А вы готовы были жить дальше с этим мужиком, несмотря на то, что был риск, что вы лишитесь детей? Я его очень сильно боялась. А куда он в итоге делся? Его посадили. За что? Ну, за кражу какую-то. Давайте посмотрим, как вы сейчас живете с детьми. Может быть, действительно у вашей кумы есть основания полагать, что вы мать-то скверная. Я эту квартиру получила 9 лет назад. Мне ее дали с интерната. Все для детей у меня тут есть. Вот моя ванная. Мы здесь стираемся. Здесь детки купаются. Сама купила эту машинку, ну, где-то год и 8 месяцев назад вроде бы. Ну, как беременная еще была. Еще у меня дома есть кухня. Уголок купила, стол купила. Это кресло для кормления детское для Мишки купила. В холодильнике у меня все нормально, у меня тут продукты есть. Это вот у меня яйца есть, тут у меня морозилка забита. Вот, как бы, ну, это борщ у меня, йогурты всякие. Смеси для Златы есть. Квартира у меня однокомнатная. Вот это вот моя комната, мой зал. Это мой диван. Мы здесь с Мишей спим. Здесь у нас спит дочка, Златочка. Игрушек много очень. 2 пакета еще на балконе стоит. Это любимая Мишкина машинка. Он ее все время катает по залу. Тут у нас вещи детские. 2 полки. Вот здесь еще вещи детские. Пеленки детские, это мои вещи. Мишке вчера тапочки новенькие купила. Квартира хорошая, обустроена, тут все есть, игрушки есть, вещей много детских. Все хорошо, мы тут с детьми живем, нам хватает всего, как бы никто нам больше не нужен. А с теми 3 детьми вы где жили? Тоже в этой квартире В этой жила. квартире. То Да. есть вы, 3 детей и вот тот самый буйный мужик. А как вы помещались там в одной Ну, комнате? я жила с Анюткой и с Кириллом, у меня было тогда 2 детей. Я была 3-м ребенком беременна. Так у А вас у вас забрали эти дети 3-го, как вообще- только вы родили? Нет. Послушайте, если вы сами ничего не хотите рассказывать про свою жизнь, давайте спросим про вашу жизнь у Натальи, которую вы так боитесь. Может быть, она какую-то ясность несет. Только я надеюсь, что она придет сюда без предметов для порчи, без булавок, без всяких, без этих лапок мышиных. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего она вас так боится? Потому что она очень много здесь врет, сидит, сочиняет каждую... Когда я у тебя что-то воровала? Ты мне расскажи. Как что? Вы колбасу съели? Да, всю съела. Вы представляете, пол-холодильника съела. Вам не стыдно? Она меня угощает. Я приду, она говорит, будешь бутерброд? Я говорю, Надь, у тебя дети. На, съешь. Такое так вы было, ели да. или не ели? Когда она угощала, да, а так нет.
Она продукты покупает и говорит органам опеки: видите, у меня все есть, но Миша этого не получает. Миша это получает. Да что ты говоришь, правда? Миша это Слушайте, получает. давайте мы сейчас про Мишу пока не будем говорить, чуть позже поговорим. За что вы ударили по лицу Надежды? Я ее ударила, потому что она начала говорить, что я хожу к ней домой, ворую еду и ворую у нее деньги, вымогаю. Когда я у тебя вымогала деньги? Ну-ка, расскажи мне. Я не говорила Да никому что таких ты говоришь, вещей. правда? Правда. Так Правда? вы ее за клевету ударили. Я ее ударила по лицу, да. Она говорит, что вы ее преследуете. Нет. Что вы под окнами ходите и кулаки показываете. Показывала, один раз показывала кулак, но не преследовала, потому что она мне не дает Мишу. Вы в курсе, почему у нее первых детей забрали? Она их не кормила. Она ходила по этажам к Черкашину Сергею Александровичу, который живет на 14 этаже. Это ее сожитель. Она к нему ходила постоянно. А дети сидели голодные. Что Аня, что Света, что Кирилл. И они у нее рождены от разных детей. Рот закрыла! Я его даже и не знала, когда Да у меня что ты было 3 говоришь? детей. Да. У меня когда было 3 детей, даже и не знал, что он там Что ты живет. говоришь, А правда? кто это такой-то? Еще один ваш сожитель? Нет, это просто сосед сверху. Да что ты говоришь? А помидоры, огурцы кто носил? Я не носила это. Так. Я тебе сейчас как дам! А это за что сейчас было? За то, что она врет. Я не носила Носила никакие. ты ему пакеты. Не Да носила что ты я ему ни говоришь? помидоры, Да, ни она огурцы. что, она я начи- Не носила. наговаривай. Подождите секунду. Я она- носила. Ей соседи давали, Вика давала ей огурцы, помидоры. Говорит, Надь, на, салатику там съешь, все. Она взяла на 14 этаж, отнесла сережки. Она к нему ходила спать с ним. Понимаете, нет? Про мужиков мы сейчас забыли на время. Скажите мне, пожалуйста, а что, Миша и Злата находятся в опасности сейчас? Ну, по сравнению, когда я за ним смотрела, он у меня был сытый всегда и погуленный. А сейчас? А сейчас, вот посмотрите, под глазами синяки. Не такой, как раньше он был. Он у меня ел по 5-6 раз, у нее 2 раза в день он кушает. Надь, ты его кормила? Он не хочет есть. Я его заколебалась кормить. Я Сколько такого не можно? говорила Ты его вообще. трепала постоянно, Я его не затолпала. трепала. Она бьет ребенка? Она избивала его, да. Кого? Я не избивала Ты ребенка. веником при мне намахнулась, говоришь, вот так стоишь, говорит, чтоб ты, а он вот так вот стал. Что, такого не Я было на него кухне? один раз намахнулась, да что но не ты? веником. Да что ты? Один вот раз это- намахнулась, но не веником. Подождите, а синяк вот этот откуда? Это синяк, он в ванной упал, когда Не я ври, его это купала. ты его толкнула. Я его не толкала. Толкала ты его. Это синяк, Ты который... постоянно его толкала. Вы, Наталья, обращались в органы опеки, ПД? Да, я обращалась в органы опеки не один раз. И? Они сначала вызвали нас с Яной Вячеславной. Говорят, что вы пишете пустые бумаги, мы все знаем прекрасно. Это они вас занесли в черный список? Да, меня занесли они в черный список. Они хоть по одной вашей жалобе выехали? При мне ни разу не были. Вот так по-хорошему, Наталья, вы что хотите? Я хочу, чтобы ребенок жил, допустим, со мной. Я ему Один? много чего дам. А? Один, Миша, да. а второй? Я могу и 2 забрать. Но она просто говорит, что к Злате вы абсолютно равнодушны. Пусть она не врет. Для меня дети все одинаковые. А я... Миша прям ваша любовь. Я просто не за этого. Я просто, когда она рожала этого ребенка, она мне сказала, я не хочу, чтобы она у меня была, я ее сдам в детский дом. Слушайте, девочку. ну давайте посмотрим, как она сейчас со своими детьми обращается. Давайте. Миша, иди ко мне. Это мои детки. Мишке будет 1 год и 10 месяцев. Он мне вот такой-то вот уже взрослый, да? А это Златочка моя. Ей 2 месяца только. Она еще совсем крошечка. Вот так вот как ты там. Не спеши, не спеши. Ест хорошо, спит хорошо тоже. И утром, и днем спит хорошо, и ночью спит хорошо. С Мишкой в основном играемся, бегаем. Ты куда? Да, вот так я. Вот так я. Ты куда собрался? Он мне еще помогает, вещи мне развешивать помогает. Детей очень сильно люблю. Мы только должны жить втроем, никто нам больше не нужен. Я справляюсь, все хорошо. Ну, немного не высыпаюсь, а так все в порядке. Да. Наталья, а вы, значит, прям вот очень хотите забрать Мишу?
Ну, если б не хотела, я бы не писала бы сюда. А есть человек, который считает, что вам ни в коем случае Мишу отдавать нельзя. Это Ольга Денисова. Знаете ее? Я такую не знаю. Ну, сейчас узнаете. Давайте ее позовем. Ты меня не знаешь. А? Ты меня не знаешь? Отойди от меня. Ты меня не знаешь? В лицо знаю, а как фамилия не знаю. Сапоговская. Ага. Врушка. Беловская, да. Это выпрашивает деньги у нее. Я у нее Стучится не в квартиру. просила деньги. Знаете, за чего она? Значит, стучится к ней в квартиру, Надя не пускает ее. И вот она начала, то ПДМ вызывает, сама, значит, это было 11 дней в роддоме, а это сидела с Мишей. Что она только там натворила в квартире? Грязь полностью. Всю ванну позаделала. Водками молоком заставила. Сфотографировала и в ПДН послала. Водка? Я вообще не пью Да водкой. ладно, иди. Ага. Сапоговская. А ты лежала в Сапоговой? Ни разу У тебя я не группа лежала. есть? Нету. Ты больная. Ага. А что такое Сапоговская? Да у нас где больные лежат. Психушка. Вы были свидетелем того, как она ударила. Да, как- да, я свидетелем. Но вы не просто свидетелем. Вы ей в ответ врезали. верно? Врезала. За день до этого она подходит к нам. Мы, бабушки, сидим там около дома, торгуем картошками, яйцами, яблоками. Она подходит ко мне и говорит: кумы моей тут не видно было. А я говорю, а что такое? Просто Я ей спросила. в морду дам. Потом на другой день мы опять сидим. Надя шла с детьми. Маленького за руку ведет, эту несет Злату вот так. И опять подошла к нам. Надя всегда подходит к нам, она всегда у меня яйца покупает деревенские, картошку покупает, яблоки, все для детей. Говорит, тетя Оль, дайте мне яйца деревенские, я, говорит, Миша, яичко в смятку сварю, чтобы он покушал. Да, это Ладно, вот было, разговорились, вот она подлетает. Я сижу вот так вот. Подлетает, это стоит с детьми, с ребенком на руках Злата. И это подлетает, как врезала вот сюда вот. Это пошатнулось. Тогда я вскакиваю, как врезала. А что она врет, что я у нее ворую деньги? Когда я у нее брала Ты деньги? вынимаешь ее деньги. Мы У ей кого? сказали, Надя, ты получила Да что? детские. И что, она мне их Спрячет. не дает? Я у нее не прошу. не даст. А я не И прошу даст. у нее. Это я сказала, чтобы Надя спрятала А я у деньги нее от их тебя. не прошу. Просишь. Куда хочешь Мишу забрать? Ольга, Сапогова. Ольга, сядьте, пожалуйста. Сапогова. А куда она хочет Мишу забрать? Там 6 собак у нее, 2 кошки. Все на диване лежат. Понятно. Но мы, кстати, побывали в гостях у Натальи. Давайте посмотрим. Миша здесь рос с 6,5 месяцев. Квартира нормальная, все есть. Стиральная машинка, туалет, ванная, пожалуйста, смотрите. Моя кухня, пожалуйста. Здесь вот обои немножко есть. Покрашено все. Плитка электрическая стоит, индукционная плита. Холодильник вот он есть, пожалуйста. Продукты, все здесь есть. Вот диванчик. Здесь может находиться Миша. Со мной спать, может спать в зале. Здесь находится у меня диван, шкафчик есть. Там тоже есть и вещи, и все такое прочее. Игрушки вот у Мишины, да, немножечко есть. Вот мои собаки. Гера, Джема и Шани. Все собаки культурные, все воспитанные. Всего у меня 6 собак. Вот Джексон, Рада и Бося. Собаки все воспитанные, все культурные, команды исполняют. Лежать. Лапки. Рада. Лежать. Молодец. Мишу собаки мои все знают, они его не обижают. Я его сюда привозила сколько раз, он с ними не ходил, все ни разу они его не укусили. А у вас это ваша семья, получается, собаки, да? У вас нет больше никого? Ну, пока да. Что значит пока? Ну, появится человек, выйдем замуж, а почему бы нет? Я там уже была 2 раза. Вы знаете, вот мы посмотрели сейчас, да, но если бы не 6 собак, то, конечно, а что? Условия такие же, как в тех, в которых Миша сейчас живет. Это мы снимали, когда вы уже знали, что мы придем, и прибрались. А вот редактор наш заранее побывал у вас, и вот что он снял. Давайте глянем. Ну, в общем, да, картинка немножко другая, нет? А? Ну, это все убрано уже там, да. Да, это все убрано на 5 минут. Не на 5 минут, а нормально. Как так быстро тараканов вытравили? А мы службу вызывали, а они приходят и травят их. Ага.
Соседи в курсе вашей этой тяжбы, драки и того, что вы Мишу хотите у мамы забрать? Ну, соседям, они меня видели сколько раз с ним. И ни разу ничего плохого не сказали. Ну вот сейчас тогда сюрприз будет для вас. И давайте послушаем. Я когда пришла на маленькую посмотреть, он из зала выбегает, несет электронные сигареты во рту. Миша. Что это, да. Вот. Она говорит, она не рабочая. Я говорю, ну что она не рабочая? Говорит, ты зачем ребенка позволяешь, говорю, в рот сувать? Причем он знает, он целенаправленно, он берет, он там выдыхает воздух как-то, там, соответственно, ребенку это кто-то показал, он видел. А как вы себе представляете, человек, который живет в однокомнатной квартире с кучей собак и кошек, может взять себе под опеку ребенка? Он неблагоприятный человек. Вообще? Только из-за собак или почему-то еще? Ну, не только из-за собак. Но она неадекватная. Она вызывает. Она там матом может посылать, но собакам тоже там начинают орать, ну гавкать собаки, она там матом, заткнитесь и все такое прочее. Такие люди к ним ходят, там какие-то то ли бомжи, то ли кто-то, вот они с палки там что-то таскают. Мужчина к ним ходил. В лифт заходить с ним было страшно. Есть человек, который тоже хочет лишить Надежду родительских прав, и с этой женщиной вы вместе ходили в органы опеки, как я понимаю, да? Да. Это Яна Поречная. А почему она хочет лишить прав? Давайте у нее и спросим. Надя, Что? как тебе не стыдно? Ты скажи, в 12-м году куда ты поехала зарабатывать деньги? И чем ты? Это не ваше зарабатывать личное дело. деньги. Тебе органы опеки ездили и забирали, еле-еле нашли и забрали, увезли отсюда. Откуда? Отсюда? Ну ты же работала проституткой. Где? Ты Это было в работала, она 12-м работала году. Да, это было проституткой в правда. Это Москве. было в 12 Да, году. Юлия Геннадьевна, это было Лично правдой. меня вызывали органы опеки, я разговаривала с ними. Они тогда говорили, почему вы пишете пустые два заявления на нее? Это было в 12 году, да. В 12 году. Я Это туда, было. Это было, я туда ездила. Да ты и здесь, мужиков у тебя Ребенка постоянно она выходят. оставила на Из Я комнаты. комнаты. ребенка оставила, свою дочку оставила на гражданского мужа, на Рустама. И я поехала зарабатывать деньги. А как вы зарабатывали здесь деньги? Я была девочкой легкого поведения. Мне предложили эту работу, я туда поехала. Вы живете с мужиком. У вас с ним ребенок. Вам поступает предложение о работе. Продавать себя за деньги. Оказывайте услуги интимного характера. Вы своему мужику говорите, я поехала в Москву, с собой приторгую. Нет, я ему это не сказала. Ну, поехали. Ну, я поехала, да, но я не знала, куда я поеду. А он у вас не работал? Нет, он мне на тот момент не работал, он тогда с дочкой остался. И вы были готовы торговать собой и продолжать жить с мужиком, который не работал и ничего не делал? На тот момент мне было очень тяжело, мне пришлось туда поехать. А в чем ваша тяжесть заключалась? Задолженность была по квартире. Так, Деньги ну нужны хорошо, были. задолженность по квартире, Не по за это моей не квартире, убивают. по его квартире. Вы поехали себя продавать, чтобы задолженность за его квартиру закрыть? Да. Кошмар. А как долго вы работали? 3 месяца работала там. И вы вернулись с командировки и продолжили с ним жить? Нет, я с ним уже разошлась потом. Почему? На тот момент я другого человека полюбила, и с ним разошлась. А кто хотел стерилизацию сделать? Она хотела. Она Какую мне, стерилизацию? когда родила, она мне позвонила, я с ней разговариваю, она мне говорит, Яна, никуда больше не пиши, я тебя прошу, умоляю, говорит, не пиши, я все сделаю. Я перевяжу трубы, я все сделаю в квартире, и кроватку детскую куплю новую, и коляску куплю новую. Потому что вы Всё меня куплю. коляска Коляска Потому что вы поломанная. мне... А кто мне Кроватку ты коляску уже сломал? подвязала. А кто мне коляску Кто сломал? Кто тебе коляску Кто сломал? сломал? Надь, Ты я ж сказала- сломала. А кто я ей коляску? сломала, А чего что ты ли? не купила? Ты получила деньги, чего ты не купила коляску? Куплю попозже коляску. Попозже. Да ты получила Потому что ты деньги 85 свои отдала глаз. тысяч. Я Что говорю, вам что до я этого? я их взяла. Ты вам до получила. Ян, скажите, пожалуйста, а вы действительно считаете, что Наташа может взять себе 2 детей Надежды? Насчет 2 я не знаю. Мишку она с удовольствием Куда? забрала. Куда? Ну там 6 собак и кошка. Куда брать-то? Ну вы понимаете, взрослая женщина, что вы несете? Вот с ней плохо детям живется. Да, согласен, может быть и плохо. Но вы куда хотите их отдать? Одного, вернее, отдать. Послушайте, женщины, у каждой есть зеркало дома.
подойдите, посмотрите и скажите себе установку. Хватит врать и совать нос в чужие дела. Вы пишете заявление, как, судя по хронологии, необоснованные, неподтвержденные. Вот сейчас имеется полное законное основание писать заявление в отношении ваших же с Яной действий в отношении клеветы. И как представитель Народного фронта мы окажем содействие и органам опеки в контроле ситуации, в развитии ее, и в того, чтобы прекратить вот эти ваши распри. Раз уж мы показали вам соседей, давайте и вам покажем соседей, которые вот что про вас думают. Кричит на детей без конца. Когда было 3 у нее, да, там вообще был ужас. Ругня, маты, крики. Вот недавно видела у нее маленькая колясочка. Этот маленький лежит, ему еще 2 месяцев нет. А этому, которому почти 2 года, он сверху на нем сидит. Посадила, видимо, ему на ножки. Это не мать. Ее надо отобрать детей, реально, чисто без гуманизма. Обычно таких в топку нужно отправлять. Да ребенок не доедал. Она пропивала деньги. Она любит вот это все. Тяжелейшее потребляла. Она наркоманка? Ну да. И она во время беременности, да? И во время, и до. Во-первых, она проститутка. Вот. Во-вторых, многих детей она оставила в детдоме. 2500 за ночь набрала. Ее надо от всего изолировать, и никаких детей ей не оставлять. Занимается не тем, чем надо. И пьяные ходят, и мужчины, и все что угодно. И помимо этого и сама может гульки наводить. Мы к ней и милицию вызывали, и роды принимали первые годы. Конечно, я уверена, что тот жизненный путь, который она прошла, она им не гордится. И, конечно, она нам здесь и привирает. И, конечно, она выкручивается, как она может, по понятным причинам. Она, бедная, не знает, куда ей идти. Я могу помочь Надежде, если она согласится будет. Мы можем созвониться где-то по видеосвязи, потому что, конечно, ей нужно наращивать свою силу материнскую, потому что, конечно, сейчас получает, просто конечно. даже защищаться от этих женщин. Наталья может вызывать у вас неподдельный ужас, хотя бы вот поэтому. Давайте посмотрим. Я ей писала, все синяки, которые носит Миша, будешь носить ты. Я ее буду бить, ты даже не представляешь как. Палкой по горбу, в глаз ногой заеду. И она говорит, пока передача будет, не надо, потому что она будет права. Понимаешь, что? Она меня посчитает, что я неадекватная, бью ее, значит, ударю Мишку. Вот в чем вопрос. Вот после Москвы, говорит, Янка мне писала, хоть в окно выкини ее. Я говорю, я ее не то что выкину, я ее в кустах зарою. Тварь эту. Вы адекватная женщина? Нормальная. Да? Вы соображаете, что вы творите или нет? Боже мой, ну это просто ад. Да это я просто так сказала. Мне страшно вызывать еще одного героя в эту студию. Но придется. Валентина Торопова считает, что Наталья просто завидует женскому счастью Надежды. Наташа, что? ты вообще обнаглела. А ты нет? Тебе точно надо в психушку ложить. тебе Да тебе надо. даже психушку не возьму. Да что ты ты? на всех пишешь. На меня писала. Буду писать. 2 раза. Буду Ты что мне писать. сказала? Я в женской и мужской напишу на тебя. Напишу. Что ты на нее наехала? А ты не наехала? Что ты на нее наехала? Я и на тебя наеду. Да? Да. Смотри, а то упадешь. Да, гляди, а то ты и упадешь. И нечего ей угрожать, когда ты деньги у нее выманиваешь. Поняла? Я у нее их не выманивала. Да что ты говоришь? Ты мне лично говорила. Не я тебе говорила, она Ты тебе мне сказала. лично сказала. Ага. Если она мне денег не даст, я своей подруге скажу, ей морду набью. Уважаемая Валентина, подождите, мы вообще ничего не поняли. Нам-то расскажите. Понимаете, я ее знаю с училища. Так. Она сначала была нормальная женщина. Ага. Когда она сделала аборт первый, она после этого не может иметь детей. Ага. А ты видела? И после этого она мне завидует, что у меня уже внуки. Мне пахать стоит. А теперь на нее замахалась. А почему Наталья утверждает, что она и вашу дочь воспитывала, Вероника? Она на Парковой у всех воспитывала. У меня воспитывал вообще-таки Лёшка муж. Да что она ты говоришь? только с ней гуляла. Да ты что А говоришь? почему Лёшка правда? муж воспитывал, а вы где были? Вы где Я были? иногда бухала. А. Честно говорю. Я этого не скрывала никогда. Иногда.
Иногда. Не иногда, ты постоянно пьешь Да, неделями. ты меня видишь, чтоб я пьяная Ты была. неделями пьешь. Это сейчас Да? ты трезвая сидишь. Да. Извините, Валентина... Жалко, тебе дочка не подтвердила. Извините. Неделями я пью или нет? Извините, пожалуйста, Валентина, а у вас иногда, как часто случалось? До... Молодая когда была? Да. Очень часто. То есть у вас Месяцами это могу. иногда было очень часто? Могу месяцами забыть. Это было очень часто иногда. Да. Слушайте, но у вас мужик золотой, раз он ребенка воспитал, да еще она 2 внуков вам родила и не бросил вас такую пьющую-то. То Ну, есть... потому что он я сам не пью. такой. А как давно вы перестали? Как внуки родились? А как Ты давно не они говори, ты только родились? неделю назад пьяная была. Да что ты говоришь? Да я ничего. неделю назад была на Парковой вместе с внуками. Да. Ты постоянно Тебе что, пьянствуешь. свидетели Подождите, между подозвать? вами разногласия, стоп. Не только идеологические, как я понимаю, да, Валентин, но еще и финансовые. Да. Это, короче, они с дочерью пошли, чужой компьютер заложили. С вашей дочерью. С моей дочерью, да. И То есть она ей украли дала... компьютер и заложили в ломбард. Да. И она ей дала 1000 рублей. Кто воровал? Это не ворован, это Жукова мне дала его. Я ж тебя... Нет, она не воровала. Говорю, чужой компьютер она взяла, заложила. Вообще-то потому что она мне Жукова его- у тебя хотела его вообще забрать. Она мне его отдала, и не надо врать. Понятно? Она мне пришла и говорит, Наташ, на, я тебе отдам еще она компьютер. дала вашей дочке, остальное присвоила себе и... И после этого она начала у дочери деньги требовать. И Обратно. после этого пошло. Она на дочь написала, что мне дочка алкашка, что Я она на твою умеет. дочь не писала, что она алкашка. Я писала, что ты алкашка, а не дочь. Да. А когда в ментовку вызывали тебе, что сказали? Я тебе еще раз говорю, я на Веронику не Ты писала. что тогда так. сказала? Это ты пьешь, Я а не говорила, она. Стоп, Ты женщины. говорил, что я не на Веронику Женщины, писала. простите. Какая я тебе наркоманка? Стоп, никогда не Ты. думал, что я Ты. скажу эту фразу. Женщины, я от вас устал. Дайте, пожалуйста, мужика послушать. Дмитрий, Да. вы были женихом Надежды. Ну, я как бы с ней был всего лишь 3 дня. Помог ей собрать кухонный уголок. Вот. Я сидел с ее детьми. Вот. Что я сделал такого, от чего бы людям было бы плохо? Поверьте мне. Если мужчина изъявился помочь женщине, разве Ну это да. плохо? Нет, неплохо. Почему вы считаете, что она вас использовала? Ну, в том плане, то, что вот я побыл эти 3 дня, вот, у нее начались какие-то нервные спады. Вот, я собрал вещи, ушел домой. А в чем заключались эти нервные спады? А я не могу объяснить вам. Если бы я мог бы вам объяснить... Ну, я как бы это был бы- проявлялось? Давайте так. Ну, она нервничала, вот, получается, она нервничала, вот. Я говорю, Надя, может быть, я пойду домой? Она говорит, да, ты можешь уходить. Я понял то, что я сделал ей, то, что надо было сделать, и меня, короче, То есть восвояси вас, отправили. понятно, попользовали и Да. выбросили. А вы хотели с ней семью создать? Ну, вы знаете, как бы хотелось бы с ней жить, да. Вы за 3 дня наблюдали за ней, какая она мама? Ну, она мать, как бы хорошая мать. Она и купала детей, она и кормила детей. Как бы я это вот видел как бы своими глазами, я врать не буду. Мгм. Я просто Надежду, я ее очень давно знаю, как бы вот с интерната. Вот. А. Я ее как бы знаю, ну, как бы девочка росла, она очень хорошей. Надя, а чем не муж-то? Я просто побоялась заново строить отношения. Почему он Поэтому- хороший, смотрите какой. Вы ему не верите, что ли? Нет, я верю. Я не хочу пока об этом Ей говорить. нравится свобода. Понятно. Ей Нет, я жизнь думаю, вот что эта вы не семейная правы. ей не нужна. Абсолютно не правы. Девочку столько разбили в семье. Вы понимаете, сколько у нее на ней вот этих травм душевных и синяков? И приводить нового мужика в дом неизвестно кого. Понятно, что у нее ни защиты, ни родителей, никого. А вы ее там доклевывали еще. Вместо того, чтобы старшими быть рядом с ней и направлять ее. К нам на связь выходит начальник отдела образования, опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации Центрального округа Курска. Это Светлана Анатольевна Абалмасова. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые ведущие. Скажите, пожалуйста, а вот Надежда на учете в органах опеки состоит? На сегодняшний день Надежда состоит на учете в органе опеки и попечительства Центрального округа города Курска. Почему? Как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации и нуждающаяся в социальной поддержке. А как вы узнали о том, что она в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке? В администрацию Центрального округа города Курска
Для рассмотрения поступило обращение гражданки Меркуловой Натальи Нестеровны о лишении родительских прав Каменевой Надежды Дмитриевны. По результатам обследования было установлено, что семья проживает в однокомнатной благоустроенной квартире, жилищно-бытовые условия удовлетворительные, в квартире имеется необходимая мебель, бытовая техника в надлежащем состоянии. У несовершеннолетних детей имеются спальные места, одежда по сезону. Каменева в настоящее время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. То есть правильно я понимаю, что никаких оснований говорить о том, что сейчас детям что-то угрожает, нет? На сегодняшний момент, да, так точно. А вот 3 старших детей, почему у нее забрали и почему ее лишили родительских прав, вы можете нам ответить? Да, так точно. Решением Ленинского районного суда города Курска Каменева Надежда Дмитриевна была ограничена в родительских правах в отношении старших 3 детей. В связи с тем, что они длительное время находились в специализированных детских учреждениях, Каменева практически их не посещала, жизнью и здоровьем не интересовалась. Никаких мер к тому, чтобы забрать детей из указанных учреждений и обеспечить им необходимые материально-бытовые и жилищные условия, не предпринимала. А можно уточнить, она ограничена либо лишена прав? Она ограничена в родительских правах. Подождите, так она в любой момент может восстановиться. Надежд, вам нужно разделить свою жизнь. Вот до и после, правда. Те 3 детей, которые вот были, вот прежде, да, которые сейчас воспитываются, но вы все равно не теряйте с ними контакт. Контактируйте с ними обязательно, они должны вас знать. Надежда, а вы знакомы с опекуном ваших детей? Нет, я не знакома. Вот с этого надо начать. Обязательно. Вот надо начать с этого, понимаете? Скажите, пожалуйста, а это правда, что специалисты органов опеки внесли Наталью Меркулову в черный список? Специалисты органов опеки и попечительства над несовершеннолетними не вносили в черный список Меркулову Наталью. А это правда, что вы отказываетесь выйти на контакт с Натальей Меркуловой? На личный прием Наталья Меркулова орган опеки и попечительства над несовершеннолетними не обращалась. На ее заявления, которые поступали из других компетентных органов, были направлены ответы. Случаев, угрожающих здоровью детей, фактов физического насилия, неисполнения родительских прав выявлено не было. Вот мне показалось, что она, поскольку рано родила первого ребенка, 18 лет, жизнь была такая очень непростая и в детстве ее, и потом, что она все-таки урок-то из жизни вынесла, что этим детям действительно на самом деле ничего не угрожает. Так я понимаю или нет? Уважаемая ведущая, так точно. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Семью держим на контроле. И сейчас, более того, постараемся привлечь наставника, который будет приходить в семью, помогать не только там советом или там какие-то документы оформить, но и учить чему-то, объяснять. Отлично, хорошая инициатива очень, молодцы. Светлана Анатольевна, хочу искренне от души принести свои извинения вам за мою иронию в начале программы, да? А сейчас искренне хочу сказать вам огромное спасибо за ваш профессионализм. Надеюсь, что мы с вами и дальше будем оставаться на связи и быть в курсе того, как развиваются события в этой семье. Договорились? Да, огромное спасибо. Спасибо, всего доброго. Раз. Надежда, сейчас к вам. От меня жалости не ждите. Все, пора взрослеть. Детство закончилось. Вы уже сами сделали 5 детей. Это они теперь дети, а вы взрослый человек. А взрослый человек должен отвечать за свои поступки. Вообще, конечно, вы чудо, потому что за 28 лет жизни нахреначить такого в своей жизни, это надо еще постараться. Поэтому все, у вас лимит на безрассудство исчерпан. Закончен. Все, его больше нет. Любовь родной матери, ни один человек никогда не заменит. Я ее очень люблю, я жить без нее не могу. Ты хочешь, чтобы твою маму лишили родительских прав на тебя? Да. Она сама мне говорила о том, что я выйду из больницы, и я сдам тебя в детский дом. Здравствуй, дочь Даша. Я хочу, чтобы ты встала. Уйди, В не смысле трогай. уйди? Когда ты бухая вылетала на меня с кулаками... Не спорю, я не сдерживала себя. Как давно вы не пьете? Больше месяца. А может быть, вы наркотики не употребляете? Лен, куда ты пошла? Ты хочешь Дашу вернуть? Она при мне открыла банку, заткнула себе ноздрю и начала нюхать. А она в 14 лет энергетики глушит. Я твоего ребенка кормлю. Прости, не твоего, уже моего. Фестиваль устраивали. Мне на работу с утра.
галдеж. А Зной. с кем галдеж? С Ваней. И у него есть своя версия, очень экзотическая. Почему Анастасия враждует с Леной? Давайте Ивана спросим, почему?